Друзья, всем азиатский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog и добро пожаловать в наше новое приключение. Мы в Гонконге! Хочу сказать, веселый у нас был перелет в Гонконг. Дело в том, что мы вылетали из Манилы, приехали в терминал 3, ну, самый известный, откуда вылетают все самолеты иностранные за рубеж. В билете у нас не было указано терминалом. Мы подходим к стойку информации, чтобы узнать о нашем рейсе, потому что не нашли его на табло. Что вы думаете, нам сказали? Ваш рейс закрыт. Ocean Filipino Style. Набираем в интернете, действительно закрыт, мы не знаем, что делать. Короче, спустя полчаса выяснилось, что рейс не отменен, все в порядке, только он проходит в терминале 1. И самое забавное, я чуть не купила новые билеты, потому что на этой стойке администрации информации мне сказали, что авиакомпании сегодня вообще нет, и она никаких авиабилетов не выполняет. Это было весело. И знаете, были бы мы одни, но там были и другие люди. Потом мы попали к веселому таксисту, который нас перевозил с терминала 3 в терминал 1. Я попросила включить метр, счетчик в такси, но он его не включил, я его вообще даже не видела. Посиденье пути я спрашиваю, так, а что у нас там с метром, то есть со счетчиком? Надо же понимать, сколько стоит. У меня вообще в кармане осталось там 170 песо. Там, знаете, какая-то мелочь оставалась. Мы так чисто, может быть, булочку купить там и кофеечек в аэропорту. В итоге мы эти 170 песо отдали водителю, но он такой говорит, нет, я включу метр, и пытается радио, знаете, крутить. И там, значит, у него волна была 59.4 FM. И он такой говорит, ну, с вас 600 песо всего лишь. Мы такие, что? Это же радио. В общем, это было смешно, эпично. Но, тем не менее, мы наконец-таки в Гонконге. Добирались мы весьма интересно, потому что это очень удобно. Из аэропорта до вашего отеля можно добраться двумя способами. Первый способ – это Аэроэкспресс, такой же, как в Москве практически. И второй способ – это автобус. Здесь ходят двухэтажные большие автобусы. Все очень удобно, можно оплачивать карты, можно заранее купить билеты в кассе, тоже можно оплачивать карты. В общем, здесь цивилизация, современность и так далее. Но цены, ребята, вот если вы хотите себе ощутить немножечко бомжами, приезжайте в Гонконг. Эмираты и Амстердам, которые я считала одними из самых таких дорогих мест, просто отдыхают. Вот пью Starbucks сейчас за 500 рублей. Что еще есть интересного? Хотите поесть яйца пашот? Ну, я люблю просто их очень. Готовьте отдать 1003 рублей. Но атмосфера огонь. Сейчас я вышла погулять, я не спала всю ночь. Тина тоже не спала всю ночь, но он уважает себя и свой сон. А я понимаю, что мы тут всего лишь 10 дней, и надо их просто на полную катушку отгулять. Хотя время уже больше 2 часов дня. Но я хочу хотя бы сходить в музей сегодня. Ну, с вами прогуляться, конечно, вам показать. Пошла погулять по проспекту, покажу немножечко цены, если буду их встречать, какие-то кафешки. Кстати, наш отель располагается рядом с метро. Так выглядит метро. Вообще такая экзотика. Знаете, наверное, для кого-то Азия, там, Юго-Восточная Азия, экзотика, там, Филиппины, Таиланд. А для нас это все такое привычное было в последнее время. Ну, как бы, мы просто реально часто туда ездили. Я не знаю, как раз мы были в Таиланде. А здесь прям вот ты ощущаешь вот эту ту самую экзотику и вот эти вот новые ощущения, от которых ты радуешься. Прохожу мимо различных кафешек, магазинчиков. Вот, например, можно посмотреть, как готовятся дим-самы. 6 штучек, 4 штучки $20, одна штучка $6 гонконгских, естественно. Посмотрите, как круто все готовится здесь. Очень прикольно.
атмосферу. А еще сначала проходила одну пекарню, там булочки были по 200 рублей. А вот здесь уже гораздо дешевле, смотрите. Здесь получается 65 рублей, 55 рублей, 55. Ну, то есть есть нормальные цены. Я уже сказала, что совсем все плохо. Я почему-то не гуглила, но и думала, что в Гонконге нету 7-Eleven. Оказывается, есть. Смотрите. Они совсем маленькие здесь. Из ассортимента чипсы, все как обычно. Что-то местное, что-то местное. Мне кажется, это все корейское, а не китайское, знаете. Много непонятных всяких разных штучек. Дошки за 300 рублей. Офигеть. Так, напитки. Окей, давайте напитки посмотрим. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Ну, хотя бы кока-колу бы найти. Ага, кока-кола. Ну, продолжаем офигевать. Кока-кола у нас 90 рублей. Получается. Ну, какие-то, зато куча других новых напиточков. Кирилл, конечно, порадуется, но только не ценам, когда все это увидит. Йогурт тут есть даже. О, ничего себе, молоко различного тоже цвета. Так, из знакомого. О, вот это вот на Филиппинах стоило по 100 рублей. А, кстати, здесь примерно так же. Интересно. Сделать что-то местного чая. Стоит он 13 гонконгских долларов. Готовят в огромных чайниках. Видимо, он какой-то разный. Здесь еще можно выпить сок из тростника. Не привыкла я быть без интернета. Представляете, я потерялась. У меня скинулись оффлайн-карты. Вот, поэтому сейчас долго бродила. Надеюсь, я успею в музей, потому что времечко уже практически 4 часа. Сейчас я построила себе конкретный маршрут, буду идти вот именно до музея и ни на что не отвлекаться. Решила прекратить все мучения с интернетом, просто зашла в магазин техники, спросила, сколько стоит сим-карта с интернетом на территории Гонконга. Это 50 долларов местных. И будет на протяжении месяца 60 гигабайт. Я думаю, это не такая большая цена. Это получается 600 рублей. Большое количество гигабайт на 10 дней, которым проведем в Гонконге, этого будет достаточно. Друзья, сказать, что я в шоке, вообще ничего не сказать. Я наконец-таки дошла до места, где находится и музей, и космоса, и художественный. Но я так и не могла до них, знаете, зайти внутрь, потому что меня переполняют эмоции. Здесь так красиво. Я дошла до набережной, находится прямо у набережной. До места, где одна часть острова Гонконг соединяется с другой. Я сейчас вам все покажу. Все равно, смотрите, как круто. Столько зданий подсвечивающихся. Я представляю, как еще вечером здесь будет красиво, я просто в шоке. Небольшая дымка, но когда вот ты гуляешь в такой атмосфере, ты этого вообще ничего не замечаешь. Я просто в шоке. Да, Гонконг реальности и ожидания — это просто несопоставимо. Сколько бы ты ни представлял, это место, оно вообще другое. Мы еще с Кириллом прогуляемся по этому променаду. Он, скорее всего, вам расскажет еще более подробно об этом местечке. Потому что я сейчас ничего не изучала. Мы вот просто прилетели, я взяла камеру и пошла гулять. Я так счастлива, потому что это вообще другие эмоции, когда ты находишься в таком месте, о котором мало знал, которое представлял совсем по-другому. Говорят, что это не так давно построенный музей. Так, надо понять, где у нас вход и стоимость. Ага, вход я нашла. Осталось по стоимости понять. Сейчас прошла в зону, где... Я даже не знаю, как это назвать. Медийная такая студия с облаками. Можно на облачке посидеть.
Вход в музей был бесплатный, но съемка была запрещена. И так в музее достаточно сложно снимать, потому что нужно больше рассказывать истории, а тут еще и съемка запрещена. Поэтому сделала вам несколько кадров. Сама насладилась этой прогулкой, 4 этажа, столько всего интересного, и культуры Китая, и какие-то визуализации. Очень много историй. Не понимаю, почему вход абсолютно бесплатный. Непонятно. Но там была и еще платная экспозиция, но это какой-то местной художницы, это уже по желанию. Мне сказали, что вполне достаточно для того, чтобы проникнуться культурой, сходить на бесплатную экскурсию. Ну, правда, без гида, просто сама погуляла. Сейчас вышел снова на набережную, людей еще больше. Но и смога очень много. Я не понимаю, почему так, потому что мы планируем посетить в дальнейшем пик Виктория. Он, наверное, находится где-то вот здесь. Интересно, так каждый день или вот только сегодня? Погода, кстати, 25-27 градусов, но жары вообще не ощущается. Есть ветерок. Еще немного атмосферы с набережной. И туристы, и местные гуляют, и пробежку здесь устраивают. Здесь Starbucks. И, по всей видимости, начинается аллея звезд, которую я не буду показывать вам сейчас, а мы прогуляемся по ней вместе с Кириллом. Друзья, немножко устала. Конечно, сутки того, что я бодрствую, не идут мне на пользу. Чувствуется немного и тяжесть, и в голове, и в ногах. Сейчас думаю, что-нибудь прикупить нам с Кириллом покушать, чтобы его не звать ни в ресторан, никуда. И завтра мы продолжим с вами гулять по Гонконгу. Не переключайтесь. Для меня это пройдет почти еще один день, а для вас это случится совсем скоро. Ну что ж, сегодня мы с принцессой-малышкой уже вдвоем гуляем по Гонконгу, а если быть точнее, по материковой его части, по Коулуну. Сейчас движемся по какой улице? Проспект Чимсачой. Да, вот такие вот сложные здесь названия. Пытаемся выговорить. Достаточно многолюдно сейчас днем. Проезжают огромные двухэтажные автобусы. Если быть еще более точными, то мы сейчас находимся в районе Чимсачой и гуляем по улице Натан-Роуд. Одна из самых популярных больших улиц. С шумной дороги мы свернули в красивый парк, который называется Коулун. Сейчас идем по аллее комиксов. Различные герои здесь установлены. Вообще очень большой красивый парк с различными фонтанчиками, скверами. Ну, сейчас мы немного прогуляемся по нему. В парке находится выставочный экспонат, который участвовал в выставке Flower Show 2023 года и который занял первое место. Можно посмотреть. Небольшой домик, украшенный различными цветами, деревьями, пальмой даже. Неудивительно, что эта красота заняла первое место, потому что действительно красиво. В парке есть огромные бассейны с искусственным водопадом. С одной стороны, и с другой тоже. Прошли мы зону бассейнов. Теперь действительно оказались в зеленом оазисе. Большой красивый парк. Видим, как здесь бегают кошки. Есть много зон различных. Вначале на карте мы посмотрели, сфотографировали различные зоны, и теперь будем
гулять по этому парку. Вот такие вот охотники здесь бегают. Сезоны в парке пронумерованы и что-то обозначают. Сейчас мы гуляли с вами по вольеру. Это тотем-поле называется, культура деревянная. Сейчас пройдем немножко дальше. Парки убираются. Так, и дальше мы с вами идем до других зон. Проходим зону Discovery Playground. Здесь есть небольшой замок. Немножко пробежимся здесь, посмотрим. Сегодня был дождик, поэтому так пасмурно. Хотя пасмурно здесь практически каждый день, насколько нам известно в последнее время. Тоже бегают кошки. Что-то похожее на пушку. Здесь у нас замок. Он, к сожалению, закрыт, поэтому нельзя зайти внутрь и посмотреть на парк с высоты. Здесь такие мощные деревья растут, интересные. Поднимался с одной стороны, а сейчас буду, видимо, спускаться с другой. Заодно покажу вам здесь обзорную площадку. Она также входит в список зон и называется Viewing Cone. Здесь открывается, видно высокие здания. Все в зелени, абсолютно тихо и нет туристов. Тоже посмотрите, пушка. Здесь можно спуститься обратно. Кулон считается очень чистым зеленым полуостровом. Посмотрите на китайский сад. Здесь есть пруд, где отдыхают черепашки, на них можно полюбоваться. В этом месте очень свежо и совсем не жарко. В китайском саду очень много также растений, огромных деревьев, корни которых переплетаются друг с другом, небольшие пальмы. Многие сюда приходят, чтобы спрятаться от жары, насладиться тишиной, которая преобладает в этом парке. Огромное множество черепашек. Ого, а это похоже даже на змею, да? Вдалеке. Не-не-не, смотри, а вот это вот что на черепахе? Это не змея? Интересно. Вышли из зоны китайского сада и оказались
в зоне лабиринта. Сейчас отправим Томочку здесь прогуляться. Надеюсь, она найдет выход. Будем надеяться. По-другому называется этот сад Мазе Гарден. Кстати, в этом парке очень много людей, которые занимаются спортом, танцами, но везде стараются соблюдать тишину. Так, я уже в лабиринте. Будем вместе с вами пытаться найти отсюда потом выход. Лабиринт оказался не сложным, и я оказалась на другой части парка. Слышите звуки? Это все птички. Пытаюсь найти вход на этот мостик. Ого, да это не просто птицы, это фламинго. Как вам такое сочетание? Пишите в комментариях. Огромное количество фламинго и высокие здания. И, кстати, не только еще фламинго, еще гуляют уточки, летают другие говорливые птички. Возвращаюсь к Кириллу и пойдем дальше гулять по парку. Снова покажу эту интересную скульптуру. Заметили такую интересную особенность, что очень многие приходят в этот парк, местные жители, чтобы заняться гимнастикой. Разминают руки, ноги, все свое тело, тянутся. В общем, спорт превыше всего. Как мы видим по этой надписи, возможно, данная гимнастика даже с элементами кунг-фу. Помимо самого парка, стоит внимание также обратить на его благоустройство. Во-первых, стоят краники с питьевой водой, можно набрать бутылочки. Естественно, есть туалеты, даже интерактивное табло, которое показывает вам время, температуру, влажность, еще какие-то данные. Поэтому все очень-очень удобно, приятно здесь находиться, комфортно. Сейчас мы находимся в зоне парка, которая называется Sculpture Walk, то есть прогулочная улица со скульптурами. Сложно сказать, что обозначают данные скульптуры, хотя есть информационные таблички, но все равно непонятно. Это, видимо, указан автор и название скульптуры «Трансформация». Сейчас мы любовались на пруд с лилиями. Правда, лилий здесь не так много. Хочу выйти к еще одной точке, которая называется Flower Garden, цветной сад. Мне интересно просто, что это такое. Это, наверное, одна из самых загадочных точек всего парка, которая пока осталась неизвестной для нас. Ну что ж, в цветном саду находится еще больше красивых растений. Много цветов, розы, деревья бонсай. И главное, вот это вот, знаете,
тишина, спокойствие. Иногда доносится шум с дороги, но все равно здесь приятно находиться, дышать. У меня немножко заложен еще нос, я все не могу выздороветь, но все равно доносятся до меня яркие ароматы этих цветов. Красивый парк, стоит его посетить, но, знаете, вот гуляя по нему, понимаю, что, возможно, как достопримечательность, это ничего такого прям вау-эффекта нету. Но если говорить именно о том, что это сделано для людей, которые здесь живут, это, конечно, чудесно, потому что ты можешь приходить сюда хоть ежедневно, читать книжку, делать гимнастику, просто дышать свежим воздухом в центре такого мегаполиса. Это невероятно здорово. Что еще здорово в этом парке, то что каждое дерево здесь подписано. Опыт. Какой-то белый булгин, я не знаю, что это такое. Фиолетовая камелия. Можно подходить и узнавать информацию подробнее. Мы вышли из парка и буквально сразу же оказались в толпе людей. Опять шумная улица, Натан-Роуд. Сейчас мы направляемся к набережной. То, где Томочка была в этом выпуске, но это было вчера. Мне будет посмотреть на твои реакции. Интересно, когда ты увидишь столько красивых зданий вокруг. Пока я вижу очень много красивых зданий на главных улицах Гонконга. Мы сейчас вышли к бухте Виктория, на набережную, гуляем здесь. Также здесь находится аллея звезд. И смотрите, как она выглядит. Получается, что таблички вмонтированы прямо в перила. То есть здесь есть отпечатки рук. Но в основном это, конечно, какие-то китайские актеры, герои. Они, видимо, еще оставляют здесь свою подпись. Да, можем также вот пройтись чуть подальше. И увидим следующую табличку. Ну, вот мы здесь видим, что написано актеры и певцы. Мисс Сандра Хуан. Ну, подобных мы не знаем людей. Поэтому все эти таблички находятся прямо по периметру. Здесь можно гулять по набережной. Получается, вы гуляете по мостику, который находится прямо на воде. Бухта Виктория как раз соединяет материковую часть Гонконга, где мы с вами находимся. Это полуостров Коулун и остров Гонконг. Вот здесь, который рядышком совсем. Кстати, ошибочно считать, что Гонконг — это именно город, потому что более правильное название — это специальный административный район Китая. Раньше Гонконг был британской колонией, но в 1997 году он вновь вошел в состав Китайской Народной Республики. Кстати, в Гонконг, помимо Коулуна, материковой части, также еще в его состав входит 263 острова. Остров Гонконг является вторым по численности, по площади, а первым остров Лантау, да, рядом с которым располагается аэропорт международный. Снимаем принцессу-малышку рядом с табличкой некого Йен Вупинга, который является хореографом и режиссером. Да, ну, моя рука немножко великовата для этого. А моя мала. Дошли по мостику до набережной, пожалуй, до самой популярной здесь скульптуры Брюса Ли. Вот его-то как актера, конечно, все знают.
Сейчас начал накрапывать небольшой дождик, и без того в пасмурную погоду. Ну а мы с вами оказались у пристани, откуда отплывают паромы на противоположную сторону, на остров Гонконг. И для полноты ощущений как раз хотим вам его показать. Сейчас туда переберемся и отправимся на ужин. Стоимость проезда на пароме 4 гонконгских доллара. Одноразовый билет можно купить в автомате, который стоит перед проходом. Потом 10-15 минут в пути. Я думаю, если бы была более солнечная погода, еще виды были бы отличные. Ну а так тоже недорого и быстро мы оказались на острове Гонконг. Сейчас мы найдем нужный нам автобус. Мы пользуемся Google картами. В приложении смотрим нужные нам маршруты. Все достаточно удобно и понятно. И отправляемся на ужин. Ресторан, к которому мы идем, мы нашли на TripAdvisor. У него очень высокий рейтинг, но мы не предполагали, что он находится в спальном районе, где столько высотных зданий. Я не знаю, сколько у них этажей, но даже смотреть страшно. Находится в западной части острова Гонконг. У него такое необычное название, потому что это обозначает, как будто бы ты находишься в какой-то, знаете, спиритической обстановке, разговариваешь с привидениями, и дизайн этому соответствует. Очень красивая здесь посуда, подача, вежливые официанты. Очень много молодежи сейчас сидит, потому что здесь недалеко находится еще университет, и многие заходят сюда еще и пообедать. Ну а мы пришли с вами поужинать, нам принесли наш грибной супчик, который мы попробуем. Вкусный крем-суп, приготовленный из диких грибов. И что еще интересно, то, что приносит сразу вторую тарелку. Мы не просили, потому что в Китае в целом принято делиться друг с другом. Обожаю тартар, но мало где в ресторанах я его встречаю. Очень обрадовалась, увидев его в меню, и сразу же его заказала. Причем это необычный тартар, он состоит из тунца, из говядины, из авокадо. Подается с нежными тостами, политыми оливковым маслом. Мясо крупно порублено, знаете, чувствуется, что оно свежее, сырое, но присутствует маринад. Интересное сочетание. Так, следующий наш гость на столе – это стейк. Конечно же, вас спрашивают про жарку. Мы заказали прожарку medium rare. Ну, смотрите, какого цвета мясо. Medium rare – это
скажем так, прожаренное не очень сильное мясо. То есть есть rare, есть medium rare, есть medium well. Это, скажем так, прожарка чуть меньше средней. Я бы сказала так, знаешь, корочка мяса как будто прожарена, да, а внутри такое слегка. Ой, ну выглядит это так аппетитно, что я тоже захочу попробовать. Да, подается с овощами. Здесь и морковка, и томаты, и стручки, различные цветочки, которые, я уверен, что тоже можно есть. На самом деле очень-очень-очень красиво. И есть еще вот такая волшебная пипетка. Я только хотела сказать, объясним филиппинской деревне мне, для чего это. Так, ну, давайте я тоже буду вместе с вами это все пробовать. В общем, нажимаем на пипеточку, и оттуда, получается, выдавливается специальный соус. Так вот мы красиво мясо заполняем. Ну и давайте пробовать. Так выглядит. Очень нежно, очень нежно. Несмотря на то, что кусочки достаточно увесистые, но мясо получилось очень нежное. Потому что я забыл, как называется эта часть именно говядины, но она находится как бы внизу, да, внизу, то есть это элитные кусочки, конечно. Давайте еще попробуем овощи, а также здесь есть немножко картошечки. Великолепно. Морковка идет. Сладкая, приятная, немножко твердая, как я люблю. Нормальное питание, да, у студентов из университета Гонконга? Да, представляете, приходят сюда они, значит, во время обеденного перерыва. Ну, цены в Гонконге, естественно, на еду не дешевые, но это место-то вообще пользуется популярностью, спросом, и здесь цены тоже приличные. Ну, чтобы вы понимали, такой примерно стейк стоит... 290 гонконгских долларов. Ну, и рассказ об этом стейке был бы неполный, если бы не одно замечание. Это не просто стейк, друзья, с овощами. Здесь еще присутствует фуагра. Фуагрой мы не избалованы, но знаем, что это печень. Так вот она выглядит, такими нежными кусочками. Очень нежная субстанция, действительно похожа на печень, но которая просто тает во рту. То есть тает во рту, сложно с чем-то сравнить. Она немножко обжаренная, видимо, со всех сторон. Получается что-то очень нежное, однородная масса. Заказали еще ризотто, это тоже мое любимое блюдо. Оно весьма необычное, потому что оно с крабом. Есть тут краб. Вкусно, но немножечко остро. Краб оказался весьма восхитительным. Вкуснятина. Знакомство с островом Гонконг мы продолжим уже в следующих выпусках. А если вам понравился наш сегодняшний выпуск, первое наше впечатление о Гонконге, то не забывайте, друзья, поставить нам большой лайк. Всем удачи, всем пока. Всем пока и до новых встреч. Всем пока.